Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Я снова рада приветствовать вас на нашей кухне. Сегодня печем цитрусовый пирог с изюминкой. Мягкий, ароматный пирог с лимонной пропиткой и апельсиновыми дольками. Давайте начнем. Нам понадобится для теста сливочное масло, куркума, сахар, цедра, сок лимона, яйца, мука, разрыхлитель, соль, ванилин. Для украшения апельсин, сахар, для сиропа сахарная пудра, сок лимона. В глубокую миску выкладываем размягченное сливочное масло. Оно должно быть мягким, как крем. Добавляем сахар и тщательно перемешиваем для легкости и воздушности. Немного куркумы. Оно придаст тесту не только красивый солнечный оттенок, но и тонкий аромат. Перемешиваем. Теперь натираем цедру одного лимона. Только яркую желтую часть, белую не трогаем, чтобы не было горечи. Сразу же выжимаем сок этого же лимона и добавляем в тесто. Оно добавит легкую кислинку и свежесть. Добавляем желтки и снова хорошо перемешиваем до гладкости. В отдельной миске просеиваем муку. С разрыхлителем добавляем соль. Постепенно вводим ее в тесто в два этапа. Каждый раз аккуратно перемешиваем до однородности. Оставляем тесто отдохнуть на 5-10 минут. Теперь белки. В чистой и сухой посуде взбиваем их до устойчивых пиков. Осторожно вводим их в тесто с помощью лопатки, сохраняя воздушность. Добавляем ванилин и аккуратно перемешиваем в последний раз. Подготовим апельсины для нежного слоя. Разрезаем их пополам, затем на тонкие полукольца толщиной около 1 мм. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Смазываем ее сливочным маслом и немного присыпаем сахаром.
Ровным слоем выкладываем апельсиновые дольки. Это будет красивый верх пирога. Поверх аккуратно, в несколько заходов выкладываем тесто, стараясь не сдвинуть апельсины. Слегка разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке около 35-45 минут. Пока пирог не станет золотистым и не пройдет тест сухой вспашкой. Тем временем, пока печется пирог, приготовим ароматный лимонный сироп. Выжимаем сок лимонов, отправляем в сотейник. И немного сахарной пудры. Нагреваем до теплого состояния, не доводя до кипения. Пирог готов. Осторожно переворачиваем его на доску, застеленную пергаментом. Смотрите, какой аппетитный пар поднимается вверх. Когда пирог слегка остынет, а сироп станет теплым, пропитываем кисточкой щедро вверх пирога, не жалея сиропа. Важно! Пирог и сироп должны быть примерно одинаковой температуры. Так пропитка получится идеальной. Разрезаем. И вы только посмотрите, какая текстура. Мягкий, ароматный, в меру влажный. Пирог солнечный, как летнее утро, и вкусный, как радость, пришедшая в гости. Пусть его яркий вкус наполнит ваш дом теплом и хорошим настроением. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки,
пишите комментарии и до скорых вкусных встреч!